Эта история произошла давно, и вряд ли я когда-нибудь решился бы кому-то о ней рассказать. Даже не знаю, зачем сейчас я это вспоминаю. Ведь я сам уверен, что это больше похоже на сон, на наваждение, нежели на реально произошедшие события. Может, мне это приснилось? Откуда эта история в моей памяти? Чем чаще я возвращаюсь к тем событиям, тем меньше уверен, что это было на самом деле. Пожалуй, рассказывая эту историю, я надеюсь, что она перестанет преследовать меня. Это было давно, я был молод. Я тогда был начинающим журналистом, и мне нравилась моя работа. Я искал истину, рассказывал о ней людям, приоткрывал завесу тайны, открывал людям глаза на вещи, которые они не узнали бы без моей помощи. Где что случилось, кто что сказал, какие события произошли и кто был участником этих событий. Это продукт молодых амбициозных корреспондентов. Мы бегаем по миру, берем интервью, рассказываем подробности. В журналистике это называется коэффициент полезной информации. Информация, которую без нас люди не узнали бы. Чтобы люди поверили в то, что ты нашел, то, о чем им рассказал, ты должен поведать историю наиболее достоверно, должен соблюсти все правила журналистики, рассказать, где ты нашел информацию, пояснить, как ты ее нашел, с чьих слов, можно ли доверять твоему источнику, твоему информатору. Казалось бы, рассказываешь истории, которые и так многим знакомы, ведь все, что ты найдешь нового, когда-то где-то уже случалось. Поэтому-то люди и верят в них, потому что в каком-то смысле у каждого есть свой схожий опыт. Расскажешь о коррупционере, и человек легко себе его представит, потому что где-то, когда-то подобного сам встречал. И так во всем. Вот именно поэтому я никогда не рассказывал ту историю, которую собираюсь рассказать сейчас. Мне ее нечем сопроводить. Нет того источника, которому я мог бы ее адресовать. И я не уверен, что найдется много людей, которые переживали что-либо подобное. Скажу лишь одно. Коэффициент полезной информации, то есть уровень новизны подобного события, зашкаливает. А вот уровень достоверности активно стремится к нулю. Будь такая новость доказуемой, это была бы журналистская бомба. Мега-новость. Но без источника это не журналистика. А значит и не новость. А значит, как мне после этого заниматься журналистикой? И я скажу вам честно, после тех событий я больше журналистикой не занимался. Это моя последняя публикация, для которой нет места в современных, известных мне новостных агентствах. Это только я и моя история. А как хорошо все начиналось. Отправился я в командировку на одно строительство. Планировалось строительство коттеджного поселка. Такие элитные поселки, где живут в коттеджах обеспеченные люди. Надо сказать, что за хорошую статью мне обещали хорошие чаевые. Для начинающего журналиста, на тот момент еще репортера, подобное задание можно считать подарком судьбы. Я прибыл на место в приподнятом настроении. В первый же день взял пару интервью. Один неприятный сюрприз ждал меня в тех местах. Место это было достаточно удаленное, то есть не так просто было где-то остановиться на ночлег. Я планировал пробыть там пару-тройку дней, и мне, соответственно, где-то надо было ночевать. Ни гостиницы, ни отелей рядом не найти. Ближайшие в часе езды на попутках. И то, если повезет. Остаться ночевать со строителями не было возможности, они сами спали в повалку, в дурманящем ароматами грязных носков вагончике. Мне порекомендовали небольшой поселок за лесом. Воистину, иначе не скажешь, богом забытое место. Туда даже дороги не вели. Когда-то в советское время там был совхоз. Была жизнь, но время шло, совхоз почил в бозе, и, как и Советский Союз, плавно отправился в прошлое. Осталось лишь 3 деревянных дома барачного типа в 2 этажа. Причем 2 из них уже пустовали и выглядели жутковато. В одном еще теплилась жизнь, хотя и очень слабо. Впрочем, обо всем по порядку. Когда я добрался до места строительства, то, не откладывая в долгий ящик, провел весь день с камерой наперевес. Снимал строящиеся дома, котлованы и красоту вокруг. Поснимать было что, я даже увлекся. Мысли о ночлеге всерьез занимать мою голову стали уже во второй половине дня. Без надежды на успех я спросил у работяг, нет ли где поблизости населенного пункта. И оказалось, что есть. В тот момент я не обратил внимания, что совет мне давали нехотя. Я решил, что звезды благоволят мне и не стал отвлекаться на сомнения. Хотя позже, вспоминая выражение лица строителя, я не раз задавал себе вопрос, почему было не поинтересоваться, что его смущало. Он как-то так сказал, что, мол, есть вот там за деревьями старый заброшенный поселок,
И будто замялся, будто подыскивал нужное слово, но так и не нашел. А я не стал ждать, когда найдет. Надо было пройти площадь застройки и напрямую через лесок. Я двинулся, не дожидаясь темноты. Договорился с рабочими так, что если не удастся договориться с ночлегом, то меня подкинет до города прораб. Лучше было суметь договориться, так как от города сюда уже сложно будет добираться и пришлось бы комкать работу. А мне хотелось набрать побольше материала, полазить по окрестностям, сходить на реку. В общем, накидать черного материала для достойной статьи. Под маршруты прораба подстроиться было бы сложно, у него это был не единственный объект, так что, одним словом, лучше было найти съемную комнату поблизости. А поблизости это только поселок за лесом. Да и сам поселок имело смысл изучить, поговорить с местными, может, какие краевые легенды и мифы оказались бы полезны для статьи. Под ногами хрустели тонкие веточки, ласковая трава обволакивала мои ботинки, запах хвои и прелой коры кружил голову. Пели птицы. Я даже губу прикусил от мысли, что надо было взять палатку на прокат, да и ночевать просто в лесу. Было в этом лесу что-то убаюкивающее, что-то такое умиротворяющее, что казалось, ложись прямо здесь, головой на маховую кочку, дыши листвой, укрывайся небом. До поселка я добрался очень быстро. Оказалось недалеко, причем настолько, что я машинально покрутил головой, решив, что смогу различить отсюда и коробки новых коттеджей. Но деревья уже замкнули за мной мир, надвигающийся на эту нетронутую природу цивилизации. Только стволы деревьев, кусты, легкий немного сыроватый ветерок и далекое пение птиц. Мне показалось странным, что птицы пели далеко. Так, словно в какой-то момент они отстали от меня. Будто границу я какую-то перешагнул, и здесь уже меня не окружали звуки искристой, полной жизни природы. Мне даже почудилось, что и воздух здесь стал угрюмее. Некое странное чувство колыхнулось в груди, но я не понял, что именно это было за чувство. Тайного, неразборчивого дискомфорта, что-то словно тайная забытая мысль, словно тусклая, неясная тревога. Минуту назад я был готов лечь спать под деревом, а сейчас смотрел на эти 3 барака, на черные окна выселенных квартир, и мне почему-то не хотелось туда заходить. Я тряхнул головой, избавляясь от наваждения. У угла одного из домов копошился мужик. Это оживило тоскливую картину. Я не спеша двинулся в его сторону. Одновременно глаза мои изучали окна домов. Я ждал увидеть где-нибудь движение, услышать звуки какой-нибудь хозяйки, переставляющей кастрюли, или звук молотка рукастого жителя. Ничего. Не будь на улице мужика с лопатой, я бы решил, что все 3 барака давно расселены, и весь этот поселок лишь называется поселком. В голове появилась шальная мысль, что если бы тут никого не было, я бы стал ночевать в любой из пустующих квартир. Наверняка где-то тут и кровати остались, бомжи же живут в заброшках, чего бы и мне разок не перекантоваться. Я не был человеком мнительным, оттого и показалось мне самому странным мое же пугливое нежелание даже думать о таком варианте. Больше того, я даже поежился, отталкивало что-то в этих домах. Но что, я понять не мог. Я приблизился к мужику. Вряд ли он меня не слышал. Под ногами моими то похрустывали камешки, то шуршал песок, но он даже голову не повернул. Мужик был занят копанием ямы. Он тщательно равнял края точными ударами, набирал землю и откидывал ее в сторону. Я тихо кашлянул. Мужик даже ухом не повел, словно он глухой. Я кашлянул громче и поздоровался. Мне показалось, что он вздрогнул, его голова чуть повернулась, но в следующую секунду он вновь занес лопату и рубанул новый ком земли. «Я извиняюсь», — сказал я. «Тут такое дело, я журналист, приехал по работе на стройку здесь, неподалеку. Надо побыть пару дней, но мне негде ночевать. Не знаете, тут кто-нибудь комнату не сдает?» Мужик продолжал ковырять грунт и откидывать землю. Я постоял, глядя на его усилия, скривил рот. Странно себя чувствуешь, когда собеседник вроде рядом, но беседы вроде нет. Что мне было делать? Идти в дом и поискать других, более адекватных жильцов, или стоять и ждать, когда данный гражданин уделит мне внимание? К этому еще и надо прибавить, что данное поведение трудно назвать адекватным. А разговоры с неадекватными людьми – дело не только праздное, но может быть и опасным. Я стоял, глядя на напряженную спину. Пожал плечами, повернулся к дому. Вновь глянул на мужика, решительно отвернулся и зашагал к ближайшему подъезду. И тут он решил со мной заговорить. «Я хорошо копаю», — сообщил он. Я остановился, обернулся, я просто не знал, что на это ответить. Стоял и смотрел ему в глаза, а он смотрел на меня. «Нормально», — неуверенно протянул я. Его глаза мне показались безумными. Точно, мужик в явном неадеквате. В то же время внутренние ощущения не давали тревоги. Хотя мужик и был
безумен, но от него не веяло опасностью, агрессией. Он просто сдвинулся на своей яме. Я подумал, спросить ли у него про комнату, но решил, что не буду. Зайду в подъезд и найду кого-нибудь более от мира сего. Подъезд встретил меня запахом плесени и сырой древесины. Скрипучие ступени привели меня к двери первого этажа. Я взялся за массивную ручку, но не успел потянуть, дверь распахнулась. На пороге стояла женщина лет 70, суховатая старушка с широким ясным взглядом. Я на мгновение замялся от неожиданности. Она смерила меня взглядом. Я решил, что она видела меня в окно и пошла навстречу. «Здравствуйте», — сказал я. «И ты будь здоров, милок», — приятным, будто бархатным, но с легкой хрипотцой голосом ответила старушка. «Простите, вы не знаете, не сдаст ли мне кто-нибудь комнату?» «Кто сдаст?» Я развел руками. «Не знаю, есть ли тут у кого-то свободная комната для ночлега». «У кого?» Вновь мне пришлось махать руками, выводя в воздухе тайные знаки, дополняя ограниченность словарного запаса. «Я репортер, журналист. Приехал тут делать очерк о строительстве коттеджного поселка». Я махнул рукой, примерно угадывая с направлением. «Там строят домики, коттеджи. Я должен написать статью об этих местах. Но мне негде остановиться на ночлег. Вот мне посоветовали здесь поинтересоваться, нет ли у кого комнаты». «Комнаты есть», — старушка, похоже, начала вникать в суть проблемы. «Но хозяев нет», — подытожила старушка с сожалением. «Никого тут не осталось, уехали все в город. Одна я тут век доживаю. А что ты говоришь, так строят коттеджи, и что там будут жить люди?» «Ну да», — кивнул я, — «можно сказать, вам повезло. Возродится инфраструктура. Вы, небось, за продуктами в город мотаетесь, а теперь все рядом будет, когда строительство закончится». «Ой, как хорошо!» — старушка заметно обрадовалась. «Магазины очень далеко, приходится в город мотаться». На удивление она оказалась доброй и приятной. Наверное, грустно и скучно ей здесь одной свой век доживать. Я внутренне искренне за нее порадовался. Ведь хоть я и говорил формально, больше для поддержания разговора, но вдруг подумал, что ведь действительно ей же радостно будет, что в паре сотни метров вновь возникнет жизнь. Люди, смеющиеся дети на площадках, магазины с любящими посплетничать продавщицами. Это наверняка скрасит жизнь в этом лесу одинокой пожилой женщины. Пока в моей голове проносились эти мысли, еще одна тайная мысль застряла на краю сознания, никак не хотела ни уйти, ни стать ясной. Мысль вроде есть, но что это за мысль, сам не можешь понять. Я даже лоб сморщил, пытаясь отловить эту тайную заковыку, застрявшую словно заноза в моем мозгу. «А что там в магазине продаваться будет?» — продолжала любопытствовать старушка. «Там, наверное, продукты будут, да?» «Ну да», — протянул я задумчиво, — «и продукты, и бытовая химия, все, что обычно бывает в поселке. Дрова, если нужны, наверняка будут, искусственные дрова». Вдруг ляпнул я и подумал, что говорить об искусственных дровах в лесу это как-то странно, но старушка не удивилась, оказалось, еще больше обрадовалась. Дрова особенно вдохновили ее. «Ой, дрова, это хорошо, это очень хорошо!» Она подняла узловатые ладошки к лицу и покачала головой. «Без дров в поселке никак нельзя!» Я вдруг понял, что за мысль не давала мне покоя. Почему она говорит, что здесь никто не живет, кроме нее, если во дворе мужик копает яму? Может, это сантехник ремонтные работы проводит? Глупая мысль. Какие работы и какой сантехник здесь может быть? Здесь и сетей городских нет. Здесь даже туалеты с выгребными ямами. В торце дома я видел яму как раз для подобных целей. Может, это ее сын? Просто она олицетворяет себя и сына вместе, вот и сказала, что одна тут. А на самом деле одна с сыном. «А вы тут совсем одна остались?» – спросил я. «Да, одна одинешенька. А я вот на улице мужичка видел вроде». «Мужичка?» – старушка скинула блеклые бровки. «Какого мужичка?» «На улице яму копает». «Яму?» «Ну да». «Какую яму?» «Ну...» Я было попытался изобразить руками яму, но спохватился, решив, что это как-то странно, и тут же подумал, что старушка, похоже, тоже того. Это меня всерьез опечалило. Два человека и оба с приветом. Повисла напряженная тишина. Для меня, вернее, напряженная. Старушка же не показывала ни малейшего напряжения. Она смотрела на меня своими, не по возрасту, светлыми ясными глазами и ждала продолжения. А я не знал, как продолжать. Сказал просто: «А где тут можно переночевать?» «Да где хочешь, тут квартир много». «А хозяева?» — я замялся. «Они уехали, конечно, но все же это их квартиры». «Да», — подхватила с воодушевлением старушка. «Да, все уехали, а квартиры их, и лес их, и земля, все тут ихнее. Вот жил тут Данилка, мужик здоровенный, охотник, он там жил.
Она махнула рукой, показывая, где именно жил Данилка-охотник. Так вот, попробуй у него по его местам походить, вмиг бы любому роги пообломал. Тут как-то приехали молодцы, ходу такая, она задумалась, пожевывая губами. Вот когда еще какую-то эту стройку объявили по телевизору. Стройку, когда всю ремонтируют, как это слово, перезастройка. Перестройка? Во-во, точно. Чего они там перезастроили, строили, и лет так через 5 до нас заявились. Вот приехали к нам эти перезастройщики. На машине такой блестящей, черной, сами одетые так были, как будто на кладбище работают. Все в черном они, все черное на них было. Так вот, у нас тут лабаз был, они туда и говорят, что это значит им на их перезастройку надо денег, что ли, или еще чего. В общем, мы все должны им много денег. Так они и сказали, говорят, что много вы тут, нам теперь все денег должны. А откуда у нас много денег? У нас тут, сотрудясь, много ни у кого не было. Так вот, в лабазе как раз Ленка дежурила, сестра, значит, Данилки. Она перепугалась, побежала к брату, говорит, все, мол, забирают все у нас на эту перезастройку. И что было дальше? Не удержался я от любопытства. Надо сказать, голос у старушенцы был действительно словно бархат, прямо убаюкивал. Ей только сказки на ночь рассказывать. И ведь прямо картина перед глазами нарисовалась, как некие бандиты из 90-х явились и денег требуют. Ну а что дальше? Данилка как раз на охоту собирался капканы обходить. Наказал, значит, сеструхе он своей сказать этим строителям, чтобы они подошли на поляну. Это у нас там, за рекой. Там раньше как раз скирды кидали мужики. Место хорошее, тихое. Мы, когда детьми были, шибко любили там погулять. Костер пожечь, красиво там. Ты и сам можешь пойти посмотреть. Очень там красиво, и сейчас красиво. И они пошли туда? А чего же не пойти? Пошли, конечно. И? Чего? Ну так договорился с ними Данилка. Данилка-то? Ой, да я тебя умоляю, милок, когда это Данилка с кем о чем договаривался? С него слова не вытащишь, все сподлобья смотрит. Как с охоты идет, то только шаги, да собаки замолкают. Собаки его уж шибко любили, словно своего чуяли. А может, боялись. А он что, страшный такой был? Ну какой такой? Не такой он, не другой, он ужас какой страшный был. Просто кошмар. За глаза бабы так и говорили, что Данилка чего бы на этом свете не навотворял, все одно на небо попадет. Черти его в ад со страху не пустят. Так а что стало с теми, которые приехали за деньгами? Да кто же их знает, старушка отмахнулась и будто резко потеряла интерес к разговору. Никто их больше не видел. А ты, значит, говоришь, приехал строить тут? Нет, покрутил я головой. Я журналист, приехал собрать материал о строителях. О строителях? Старушка как-то искоса посмотрела на меня, будто с сомнением. А сам не строитель, что ли? Я нет, я корреспондент. Ну это как бы журналист на выезде. Тот, кто собирает всякую информацию, чтобы потом о ней журналисты рассказывали людям. А это как я тебе сейчас рассказываю. Ну, я задумался, скажем так, я тот, кто передает ваши истории людям. Я посредник. То есть то, что я сейчас расскажу, ты перескажешь другим? Ну, в каком-то смысле. Не обязательно, что именно вы мне расскажете, а вообще, что увижу, что расскажут люди. А какие же люди тебе здесь что расскажут? Тут же, окромя меня, никого нету. Уехали все в город. Ладно, я сдался. Пойду я. Надо еще до города добраться и гостиницу снять. Ежели хочешь, то можешь у меня остановиться, вдруг предложила старушка. У меня квартира большая, можешь переночевать вон в комнате дочки. Дочки? Ну, померла она, 15 лет уж как почила, а комнатку я ее в порядке держу, хочешь оставайся, сколь надо. Спасибо, протянул я, еще не зная, как отреагировать на предложение. Я заплачу. О, какой строитель странный, охнула старушка. Обычно строителям деньги нужны, а этот мне предлагает. Я не строитель. Ну ладно, проходи, денег мне не надо, договоримся. Ты мои истории людям расскажешь, а я за это тебе комнатку с бельем постельным и накормлю. Тут у нас и банька есть там, она махнула рукой, ближе к лесу. Затоплю, попаришься. Спасибо, я смущенно улыбнулся и вошел в квартиру. С одной стороны, меня смущало жить в квартире постороннего человека. В то же время я очень быстро привык к хозяйке квартиры. Было в этой старушке что-то располагающее. Она накормила меня ужином с солеными грибочками, порасспрашивала о жизни в городе, попросила быть осторожней с ее кошкой, мол, та непоседа. В квартире старушки было комфортно. Дурные ощущения, преследовавшие меня до этого момента, словно сами собой куда-то улетучились.
Дело шло к ночи, старушка показала мне мою комнату и пожелала спокойной ночи. Я осмотрелся. Старая, еще допотопная советская мебель, какие-то платки, подушечки, в углу сундук, под стеклом серванта фотография. На фотографии женщина с дочерью. Это была старая фотография, но можно было догадаться, что запечатлены на ней хозяйка данной квартиры и ее дочь. Видимо, та самая, в комнате которой я и собирался ночевать. Я не стал тянуть время, заняться было особо нечем и сразу улегся на кровать. Сморило меня сном удивительно быстро. Я не сразу понял, что меня разбудило. Некоторое время лежал, глядя в потолок. Повернул голову, осмотрелся. В комнате было темно. Краем глаза я видел черное окно. А в ушах словно застрял какой-то звук, то ли бряцание, то ли какой-то грохот, будто что-то упало. Я понял, что это реальный звук, который смешался с остатками сна. Я сел на кровати, некоторое время сидел неподвижно, глядя перед собой. Вздохнул, поднялся и решил выглянуть в коридор. Я еще не до конца проснулся, и действия мои были машинальными. Выйдя в коридор, я оказался погружен в ночную тишину спящей квартиры. Вновь тихий звук донесся до моих ушей. Кто-то шебуршился в кухне. Света не было, значит, это была не старушка. Я на цыпочках прошел в кухню, заглянул. На столе валялась кружка, а вокруг нее вышагивала черная кошка. Заметив меня, она замерла и уставилась пристальным взглядом. Взгляды наши встретились. Кошка привлекла мое внимание. Худая, жилистая, сразу видно хищница. Такими и должны быть деревенские кошки, вскормленные не только на химии и консервах, но и на реальных полевых мышах. И все же больше всего меня привлек ее взгляд, как мне казалось, не только пристальный, но будто размышляющий, прикидывающий и оценивающий. Так экзаменатор смотрит на студента, которого давно не видел на своих лекциях, и еще не решил сразу поставить пару или дать шанс. В ответ на этот взгляд я машинально развел руками и тихо одними губами произнес: «Пардон, просто подумал, что что-то упало». Я отмахнулся, давая понять, что не собираюсь мешать ее ночной охоте, развернулся и пошел обратно в комнату. Остаток ночи я проспал как убитый. Проснулся, когда солнце уже заливало комнату. Встал, оделся и направился выполнять свои трудовые обязанности. Старушка вышла мне на перерез из кухни. Она предложила мне завтрак, но я вежливо отказался. Выходя из дома, я обратил внимание, что мужик, который вечером копал яму, снова на своей трудовой вахте. С позаранку он уже махал лопатой. Весь день я носился как соленый заяц. Побывал на стройке, поговорил с работягами. Мне сделали небольшую экскурсию по объектам. Какие-то были еще на стадии котлована, другие в ближайшее время должны были перейти к отделочным работам. Я погулял по окрестностям, поснимал лес, реку. Места здесь действительно были красивые. Я сам не заметил, как день пролетел. Небо стало серым, потянуло прохладным ветром. К своему месту жительства я подошел, когда было уже темно. Этой ночью на небе царствовала огромная, круглая, как белый тоскливый блин, луна. Так что тьма не была ослепляющей. Приближаясь к дому, я заметил уже знакомую мне фигуру. Странный мужик снова возился со своей канавой. Я не удержался, подошел ближе и присмотрелся к его работе. Не знаю, слышал ли он мои шаги, но работу свою не прекращал. Тщательно выравнивал края канавы, собирал лопатой срезанный грунт и откидывал в сторону. Сейчас, присматриваясь к его работе, я обратил внимание, что мужика больше увлекает не цель копания, а именно процесс. Наибольшее внимание он уделял именно выравниванию краев и дна своего творения. Он выбирал грунт до последнего кусочка и камушка, прежде чем штык лопаты вгрызался на новую глубину. Все это мне казалось странным. То, что каждый раз я его здесь встречаю, вряд ли он здесь торчит постоянно. Но если не постоянно, то мне удивительно везет постоянно его здесь встречать. Что называется, и днем, и ночью. Плюс к этому он копает канаву уже второй день. И это только по моим наблюдениям. А сама канава, как ни делая это медленно, увеличивалась слабо. Если вообще увеличивалась. Только сейчас я уже всерьез обратил внимание, что канава его одного и того же размера. Если она и стала больше, то совершенно незаметно. Для 2 дней работы это странно. Я хотел окликнуть мужика, как в прошлый раз, но понял, что не знаю, что ему сказать. Желание окликнуть его было связано именно с моим удивлением. Но не спрашивать же его, а что это твоя канава не увеличивается? Или чего это ты все время копаешь, когда я тут появляюсь? Все это с моей стороны выглядело бы еще глупее, чем его копание. Я свел брови и, пожав плечами, стал разворачиваться, чтобы идти к дому. Как краем глаза заметил, что что-то сверкнуло в стороне от мужика и его странной ямы. Какой-то блик. Мутновато-белая точка отразила тусклый диск луны мне прямо в лицо. Я присмотрелся и замер. В стороне от мужика на земле распласталась черная кошка.
Она вытянула лапы, прогнулась в спине, шерсть ее скомканная и грязная сбилась в колтуны. Кошки обычно не позволяют себе такой неряшливости, если только эти кошки не мертвы. Как в частности данная. Тельце ее изогнулось, голова запрокинулась назад. Один глаз был закрыт, второй слегка приоткрыт. Именно этим приоткрытым она и подмигнула мне, отразившейся в нем луной. По спине у меня пробежали неприятные мурашки. Я повернул голову к мужику, открыл рот, но все же не стал ничего говорить. Вновь посмотрел на кошку, опустил голову, секунду подумал и пошел к дому. Старушка-хозяйка будто ждала меня. Дверь в квартиру была не заперта. Я вошел. Она крикнула из кухни, что ужин почти готов, и она уже ставит на стол, чтобы я скорее шел, пока горячая. Я задумчиво сел к столу и только сейчас понял, как устал за день. Томная эйфория растеклась по телу. Даже чувство неловкости от пребывания в чужой квартире притупилось. Я и до этого не сильно переживал, профессиональная особенность адаптироваться и втираться в доверие давно уже во мне выработалась. Но на краю сознания все равно бывает понимание, что ты хоть как дома, но все же в гостях. А тут как-то ушло и это чувство. Так мне вдруг стало хорошо. Наверное, загородный воздух давал эффект. Слияние с природой и с этой природной жительницей, лесной феей. Она ведь одна тут, по сути, живет в лесу, как ведьма, подумал я. «Жила тут у нас одна ведьма», — вдруг сказала старушка, аккуратно выдружая передо мной тарелку, полную пылающего жаром паром супа. «Там, за рекой. Ох, и злобная была. Поговаривали, на кого косо не взглянет, не будет тому счастья в жизни. Ох, и боялись ее люди. А вот так подумать». Старушка пододвинула мне хлебницу с ароматными ломтями свежего хлеба. «Люди больше сами ведь себя пугают. Не такая уж она была и злая, я ее знала. Совсем она не злая была. Чудаковатая немного, это да, не стану спорить. Но только чтоб злая, да нет. Жизнь у нее была тяжелая. Мужа медведь задрал, а сыну судьба носил по свету, да так и сгинул. Уж очень она его ждала. Столько слез пролила, хотела, чтобы хоть раз его повидать, прежде чем помирать. Да так и не судьба ей была. Померла, не видевшись. А как повидаться, коли он сам уж был мертвый? Многие здесь знали, что помер ее сынок. Да ей не говорили. Грех это, конечно». «Что грех?» Я слушал курлыканье старушки вполуха, утопая в усталой колыбели физического утомления. «Это их не сказать, что мертвый человек, когда он мертвый. Грех это. Не полагается благовелить, когда упокой нужен. Кошка там во дворе». Я сам не заметил, как произнес то, о чем думал. Я даже не понимал вроде, что думал об этом, но вдруг осознал, что все время у меня в голове крутится эта кошка с луной в мертвом глазу. Мужик там яму копает. Я глянул на старушку, ожидая, что она не поймет, о чем я. К тому же, похоже, я поменял тему. Но она поняла. «Копает это правильно. Надо копать. А кошка это...» Меня вдруг пронзила странная мысль, я вспомнил ночное событие. Смутно оно обрисовалось у меня в голове и плавно начало обретать ясные очертания. «Мне показалось, что эта кошка...» Старушка внимательно смотрела на меня, ожидая, что я скажу. «На вашу похожа». «Моя, Тоша, моя кошечка, мой ангелочек. Только она у меня и осталась на этом свете. Я же не как та ведьма, я не жду напрасно. Одна я в этом мире осталась, одна-одинешенька. Только я да мой ангелочек, Клюквочка». Старушка смущенно засмеялась. «Я ее Клюквой назвала. Странное имя, да?» «Да, то есть нет, ну да нормальная, красивая. А что с ней случилось?» «Умерла», – спокойно ответила старушка, словно речь о какой-то рядовой мелочи. Это выглядело странно после ее нежных воспоминаний о кошке. И вдруг так спокойно, буднично она говорит «умерла». Я даже всмотрелся в глаза старушки, будучи уверенным, что уловлю там хоть тень страдания или хотя бы печали. Но, как неудивительно, ничего не уловил. Чистые и прозрачные были глаза. Однако в то же время я поймал себя на мысли, что в какой-то момент мне показалось, что я смотрю не в глаза пожилого человека, а в глаза молодой девушки. Столько в них было чистоты и какой-то неподдельной радостной наивности. Никаких тайных мыслей, как это бывает практически у каждого человека. Каждый же о чем-то думает, кроме разговора, и это всегда видно в глазах. Здесь же нельзя было обнаружить ни мельчайшей тени чего-то потаенного, чего-то своего, характерного. «Сочувствую», — сказал я. «Может, баньку затопить?» – спросила старушка. «Нет», – спохватился я, – «надо ложиться, думаю, завтра уже поеду домой. Сегодня уже набрал материала, завтра поинтервьюирую самих работяг, и все, работа сделана». «Ну, ложись, утро вечера мудренее».
В этот раз я что-то долго не мог заснуть. Что-то держало меня, не отпускало, таилось нечто на краю сознания, как какая-то забытая мысль, но важная. Я ворочался сбоку на бок и не мог даже приблизиться ко сну. Начал считать овец, пытаясь вычистить голову, но ничего не помогало. В конце концов я чертыхнулся и сел на кровати. Подумал, что надо было согласиться пойти в баню. После парилки точно заснул бы. Я встал, прошелся по комнате. Подошел к фотографии старушки с дочкой, некоторое время смотрел им в лица. Хотя это и была старая фотография, но старушку легко можно было узнать по ее глазам. Глаза ее совершенно не изменились. Я вздохнул, подошел к окну. Чистокол верхушек густого леса покачивался на ветру. Серое затянутое небо висло и давило. Похоже, погода начала портиться, возможно, завтра будет дождь, подумал я. Мне вдруг показалось, что картина, которую я вижу в окне, отличается от того, что я видел вчера. Что-то неуловимое поменялось, и опять где-то глубоко в мыслях качнулась тревога. Очень похоже на ту, которая не давала мне сегодня заснуть. Я свел брови. И тут со стороны кухни послышался шум. Что-то упало. Я обернулся. Звук как звук, но почему-то у меня от этого звука похолодело внутри. Я даже головой тряхнул. Мое состояние начинало меня беспокоить. Я двинулся к двери, буквально физически ощущая, как сильно все во мне сопротивлялось этому решению. В какой-то момент стало очевидно, что я иду на звук не потому, что мне любопытно, а наперекор своему же чувству страха. Откровенного, явного, очевидно разливающегося по всей груди и обжигающего затылок ледяным ознобом. Я вышел в коридор, дошлепал босыми ногами до кухни, заглянул. На столе покачивалась только что упавшая кружка, как и прошлой ночью. Только кошки в этот раз не было. Да и кружка... Я присмотрелся. Нет, она не покачивалась. И не покачивалась она уже очень давно. Я приблизился. Ноги сами несли меня, медленно ступая по холодным доскам пола. Мои глаза смотрели на эту кружку и округлялись с каждым шагом. Кружка лежала неподвижно, на покрытом пылью, жухлой листвой и массой мелкого мусора в столе. Кружка была серой от пыли и грязи. Я остановился, вперевшись в кружку неподвижным взглядом. Довольно долго я смотрел на кружку, и даже периферическое зрение словно отключилось. Я смотрел и понимал, что я не на кружку смотрю, я просто боюсь посмотреть еще куда-нибудь. Кружка — это было спасение, возможность отвлечься, сконцентрироваться, спрятаться в этой грязной, почерневшей от чая и пыли фарфоровой стенке. Я резко зажмурился и открыл глаза, повернул голову. Худшие предчувствия подтвердились. Я стоял не в теплой уютной кухонке пожилой, милой, аккуратной хозяйки. Нет. Это была старая, обветшалая кухня с облупившимися и покрытыми паутиной стенами, покосившимися шкафчиками с оторванными, висящими на одной петле дверцами. Ржавая, заваленная какими-то коробками и прочим разным бытовым мусором, газовая плита уныло замерла в углу. В пустое, скошенное, полуоторвавшееся потресканной рамой окно ударил порыв ветра. Я поежился и понял, что замерзаю. Тяжелый ком обвалился в горло и застрял в районе груди. Я обернулся, на миг закрыл глаза и произнес: «Боже». Открыл глаза и засеменил в свою комнату. Под ногами потрескивали покоробленные от постоянного промокания и высыхания доски. Они впивались мне в ступни острыми краями и занозами, но я не придавал этому значения. Вошел в комнату, правильно сказать, почти вбежал, и замер на пороге. Это не была уютная комната со старой мебелью. Как таковой мебели здесь практически не было. Один старый сервант с разбитыми стеклами. В углу справа от выбитого окна диван без ножек, на нем старые тряпки и какие-то пятна. И, как мне показалось, я сделал пару шагов. Что-то шевелилось на нем. Я смотрел и не мог отвести глаза. Если на кружку я смотрел, ища в этом спасение, то сейчас меня сковал ужас и отвращение. Но я просто не мог пошевелиться, не мог отвернуться. Я хотел, но не мог закрыть глаза. Вдоль стены, скрученное и смятое, лежало одеяло. Когда-то, видимо, это было одеяло, но теперь больше походило на темную липкую тряпку. Диван с краю выглядел сносно, на нем кто-то недавно лежал. Диван еще хранил тепло лежавшего на нем тела. Моего тела. Но, видимо, не заметив, я оттолкал эту темную тряпку к стене. Это бывшее одеяло, из которого, как мне казалось, с одной стороны торчали волосы, человеческие волосы. Я медленно провел взглядом вдоль скомканной тряпки одеяла, туда, где должны были бы быть ноги. Дыхание мое совершенно замерло, мне казалось, что одеяло шевельнулось.
Я отступил на шаг. В этот момент из складок выглянула серая морда и кинул на меня взгляд двух своих черных неподвижных крысиных глазок. Она выглянула быстро, так словно ее отвлекли от важного дела. От ее резкого движения из этих же складок выпал комок какой-то грязи и, выкатившись на открытую часть дивана, вдруг рассыпался и зашевелился. Это были слепившиеся вокруг чего-то вкусного черви-опарыши. Ледяным холодом ударило мое тело, лицо обожгло тысячей игл ужаса и оцепенения. Я попятился, ноги мои запнулись о что-то мягкое. Оно опутало ступни, и как я ни дергал ногами, не смог высвободиться и повалился на пол. Оказалось, что мои ноги запутались в одежде. Кто-то кинул одежду прямо на пол. Пара кроссовок, штаны, брезентовая куртка, одежда работяги. Подумал я, и дальше я уже плохо помню. В памяти моей остались лишь рваные воспоминания. Я помню, как бежал через лес, помню, как глазам моим предстала площадь застройки, но... Это не были уютные домики для элитного проживания. Это были серые коробки заброшенного долгостроя. Я это уже позже понял. В тот момент я помню свою руку, которой тяну ручку двери жилого вагончика рабочих. Помню лицо вышедшего мне навстречу работяги, серое, землистое, с запавшими глазницами. Его синюшные губы, и помню беспорядок за его спиной в вагончике. Какие-то тряпки повсюду, пятна, почерневшие от времени на стенах и на полу. Какие-то бумажки там же на полу с циферками. Помню, я попятился, снова бегу. Лес, какое-то болото, по которому я пробираюсь по пояс в воде. Дальше дорога. Бегущие мимо машины, и я бреду, смотрю перед собой. И мне вроде хорошо, я чувствую, что вырвался из чего-то страшного, и вот я среди людей, и больше мне ничего не надо. Вот и вся история. Потом мне сказали, что я ошибся местом, не на ту стройку приехал, попал на какую-то заброшенную стройку, там что-то случилось, мол, раньше. Все было странно, погибли все рабочие. Нянечка мне в больницу, куда меня отвезли, когда нашли в одних трусах на трассе, мне рассказала, что, мол, ходит легенда, будто там строители лет 10 назад, когда строили коттеджи для новых русских, напились и стали плохо себя вести. Убили какую-то кошку просто ради забавы, а кошка оказалась какой-то там бабки, которая вроде была там ведьмой. И она прокляла и рабочих, и место, заставила их вечно строить дома и вечно хоронить кошку. Я понимаю, что все это звучит как бред, но на меня произвел впечатление рассказ той бабки. Я, наверное, был суеверен и просто поверил ей. Это привело к параноидальным мыслям и вере в то, что такое действительно могло произойти. Да, наверное, у меня бред, я не знаю. Возможно, это какой-то странный сон, который преследовал меня, но сейчас от него остались лишь осколки. Он больше меня не преследует, я понимаю, что все это не могло произойти. Думаю, я мог бы спокойно вернуться домой, я, по крайней мере, не опасен для общества. Мужчина некоторое время смотрел на рассказчика, не меняясь в лице. Он понял, что повествование закончено, но не кивнул, ничего не сказал. Было ясно, что немало на своем веку он выслушал подобных историй. Посидев неподвижно минуту, он опустил глаза к журналу. Рядом сидели две женщины, главврачи из разных отделений больницы, присутствие которых требовали правила проведения медицинской комиссии. Одна из них была лечащим врачом больного мужчины, сидевшего напротив. Она сообщила, что считает своего пациента спокойным, уравновешенным и находящимся в состоянии устойчивой ремиссии. Состояние сохранное, как убивал рабочих, он не помнит. Видимо, эта информация заперта глубоко у него в подсознании. За последние 30 лет ни одного рецидива. Пациент ведет себя спокойно, выходит на работы по уборке территории. Сидящий в центре мужчина ничего не ответил, он что-то чиркнул в журнале и коротко произнес: «Давайте следующего».